Дорогие друзья, вашему вниманию новая авторская история о неожиданном повороте судьбы, настоящей силе и обретении себя. Прежде чем мы начнем, мне очень интересно, из какой вы страны, дорогие слушатели? Напишите в комментариях, откуда вы нас слушаете. А теперь устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Приятного прослушивания. Светлана Тимофеевна проснулась ровно в 5 утра, будто кто-то невидимый коснулся ее плеча. Этот внутренний будильник, годами настроенный на ранний подъем, теперь бил в пустоту. За окном в сыром питерском ноябре царила кромешная тьма, и рассвет, казалось, прятался за плотной завесой туч, не в силах и не желая пробиться сквозь них. Она лежала неподвижно на необъятной холодной кровати, прислушиваясь, но слышала лишь абсолютную звенящую тишину. Тишину, которая не была покоем, а была отсутствием другого дыхания, шепота, привычного утреннего шума. Пустота была осязаемой. Ровно 3 месяца назад Андрей, не сказав ничего, кроме короткого «всё», с силой хлопнул зло, и этот звук навсегда отпечатался в ее памяти. 3 месяца она просыпалась одна в этой слишком широкой постели. 3 месяца не варила утренний кофе на двоих, не слышала из соседней комнаты бормотания радио и его низкого баритона. И странное дело, она не скучала. Не было той яростной, разрывающей сердце боли, было лишь медленное, методичное привыкание к новой реальности, где 26 лет совместного бытия оказались попросту вычеркнуты, словно ошибочная кривая строчка в ученической тетради, которую можно аккуратно замазать белым корректором. Она отбросила одеяло, накинула на плечи старый потертый до дыр халат, который Андрей в последние годы с насмешкой величал половой тряпкой, и босиком прошла на кухню. Ритуал был неизменен. Щелчок выключателя, шипение закипающего в электрочайнике воды. Она села за стол, и взгляд ее упал на молчавший до этого телефон. На экране горело уведомление. Одно новое сообщение от Ирины Захаровны, адвоката. «Светлана Тимофеевна, завтра в 10 утра. Не опаздывайте. Держитесь». Коротко, сухо, по-деловому. Завтра. Суд. Окончательное заседание по разделу когда-то общего имущества. Последняя точка, черта, которую подведут под историей ее брака. Она налила в кружку кипяток, опустила в него пакетик самого дешевого чая, и едкий пар ударил в лицо. Денег оставалось катастрофически мало. Работы она лишилась 2 месяца назад. Контора, где она 2 десятилетия верой и правдой служила бухгалтером, внезапно рухнула. Владелец, спасаясь от налоговой, попросту сбежал, бросив коллектив без выходного пособия и с долгами по зарплате. В 39 лет оказалось, что ее навыки — старая добрая 1С бухгалтерия и бесконечные таблицы Excel никому не нужны. Миру требовались молодые, энергичные, говорящие на новом цифровом языке. Сбережения, копившиеся годами, таяли на глазах, уходя на оплату услуг адвоката. Ирина Захаровна брала, по ее словам, символически, но для Светланы даже эти суммы были неподъемными. Просить помощи было не у кого. Отец, перенесший инфаркт, доживал свой век на скромную пенсию, а мать была всецело поглощена заботами о нем. Сестра Оля, растившая 3 детей на зарплату мужа-электрика, едва сводила концы с концами. Светлана сделала глоток обжигающего горького чая и взглянула на часы. 5:30. Дима еще спал. Сыну предстояло подняться в 7, чтобы успеть на пару в политех. В сентябре ему исполнилось 18. Совершеннолетие, которое должно было стать праздником, а стало лишь формальностью. Он вырос умным, добрым парнем, и в тот день, когда отец ушел, сказал просто: «Мама, я с тобой. Всегда». Эти тихие, твердые слова стали тем якорем, что не дал ей окончательно сорваться и утонуть в отчаянии. Но как же тяжело было смотреть на него и понимать, что она не может дать ему ничего. Дима учился на бюджете, но на проезд, скромные обеды, учебники требовались деньги. Он начал подрабатывать по вечерам курьером, приносил домой несколько тысяч в неделю. И Светлана видела, как он изматывается, как темнеют круги под его глазами, как он засыпает над развернутыми конспектами. А в это время Андрей уже обживал новую 3-комнатную квартиру в престижном районе вместе с Кариной.
Разъезжал на сверкающем новом «Лексусе», водил свою юную спутницу по дорогим ресторанам и с холодным высокомерием отказывался платить Диме хотя бы копейку, цинично заявляя, что совершеннолетний сын обязан зарабатывать сам. И сквозь эту горькую реальность прорвалась внезапная яркая вспышка памяти. 27 лет назад. Лихие 90-е. Ей было 22, ему 25. Она, молодой бухгалтер в крошечной фирмочке, снимала комнату в коммуналке на Васильевском острове вместе с подругой Тамарой. Они познакомились на дискотеке в местном дворце культуры. Был теплый августовский вечер, пахло речной прохладой и духами, играла живая музыка, и по всему залу кружились пары. Андрей вошел с шумной компанией друзей. Высокий, поджарый, с густыми темными кудрями и обаятельной, чуть кривой улыбкой, озарявшей все его лицо. Одет он был просто. Потертые джинсы, белая рубашка с расстёгнутым воротником, не самые новые кроссовки. Но держался он с поразительной уверенностью, говорил громко и четко, а его смех был таким заразительным, что хотелось смеяться вместе с ним, не зная даже причины. Он заметил ее почти сразу, едва переступив порог зала. Светлана стояла у стены, затаившись в тени, в своем лучшем платье, синем, в мелкий белый цветочек, который она сама ночами перешила из старого маминого сарафана. Длинные до пояса волосы были заплетены в тугую русую косу, и она чувствовала себя одновременно и неловко, и прекрасно. Андрей, не смущаясь, пересек зал и, одарив ее своей фирменной, чуть асимметричной улыбкой, пригласил танцевать. И они танцевали, казалось, целую вечность, пока не смолкла музыка и не погасли огни. Потом он повел ее домой, и они шли пешком через спящий город от самого Дворца культуры до Васильевского острова и болтали обо всем на свете. О книгах, о музыке, о будущем, которое виделось им бесконечно светлым и полным обещаний. Он, разгоряченный, с блестящими глазами, рассказывал о своих планах. Мечтал открыть собственное дело, непременно разбогатеть, построить большой дом с колоннами и купить машину, настоящий автомобиль. В те смутные, но полные надежд годы так мечтали все, веря, что жизнь вот-вот наладится, страна поднимется с колен, и перед каждым откроются невиданные возможности. Светлана слушала, затаив дыхание, и верила каждому его слову. Он казался ей таким сильным, целеустремленным, таким надежным, скалой, о которой можно укрыться от всех бурь. Так они и начали встречаться. Он приходил к ней после работы, стуча в дверь комнаты в коммуналке, и неизменно приносил с собой маленькие дешевые букетики рыночных астр. Но для Светланы они были прекраснее и ароматнее самых изысканных роз. Они бесцельно гуляли по бесконечным улицам, ездили на электричке в Петергоф, чтобы просто посидеть на холодных каменных скамейках и смотреть на пустые фонтаны, целовались, не замечая никого вокруг. Он шептал ей на ухо, что она самая красивая, самая умная, и что ему невероятно повезло ее встретить. А через полгода, без лишних церемоний, без колец и романтических ужинов, он сделал ей предложение. Просто как-то вечером на крохотной кухне ее коммуналки, заваривая чай, он обернулся и сказал: «Света, давай поженимся». И она, не раздумывая, ответила: «Давай». Свадьбу сыграли более чем скромно. Расписались в ЗАГСе, а потом отметили в тесной двухкомнатной квартире его родителей, в панельной пятиэтажке на самой окраине города. Родители Андрея были простыми, добрыми людьми. Отец, проработавший всю жизнь токарем на заводе, и мать — медсестра из районной поликлиники. Стол ломился от простой, но сытной еды. Селедка под шубой, холодец, отварная картошка, курица, салаты с майонезом. Выпили, погуляли шумно, но без излишеств. Вот и вся свадьба. Денег ни у кого не было, но им было все равно. Их счастье казалось им самым прочным капиталом. Первое время жили у его родителей, ютясь в одной комнате. Было тесно, неудобно, но они не жаловались, находя радость в самой возможности быть вместе. Светлана продолжала работать бухгалтером, а Андрей устроился прорабом в небольшую строительную контору. Зарплата у него была мизерная, но он постоянно обещал, что это лишь временная мера, что скоро все кардинально изменится к лучшему. Через год родился Дима. Роды были долгими и тяжелыми. Светлана провела в роддоме почти 2 недели. Андрей приезжал каждый день и, не имея возможности попасть внутрь,
подолгу стоял под окнами, отчаянно махая ей рукой. А когда их, наконец, выписали, он нёс сына на руках. Так бережно, так нежно, словно это был хрустальный сосуд. Светлана запомнила этот момент навсегда. Выражение безграничного счастья на его лице. Они были счастливы оба. Но с рождением ребенка расходы возросли многократно. Памперсы, смеси, одежки, лекарства. На все требовались деньги. Светлане пришлось уйти в декретный отпуск, и ее скромная зарплата исчезла. Жили на одну Андрееву получку и мизерное государственное пособие. Экономили на всем подряд. Светлана перестала покупать себе какую-либо новую одежду. Донашивала и перешивала старое, часами зашивая дыры на носках и штопая локти на свитерах. Готовила самое простое и дешевое: каши, супы на косточке, макароны. Мясо появлялось на их столе лишь по большим праздникам. Андрей нервничал, злился на себя. Ему, жаждавшему успеха, казалось, что он задыхается в этой безнадежной бедности. Он твердил, что должен что-то делать, немедленно. И вот однажды, когда Диме было около 2 лет, Андрей ворвался домой с горящими как угли глазами и с порога объявил: «Всё, я увольняюсь. С завтрашнего дня работаю только на себя». Светлану охватил леденящий страх. «Как на себя?» — спросила она. «На какие деньги?» Но он уже всё для себя решил. Нашёл объявление. Сдавался в долгосрочную аренду маленький убогий ларёк на углу их же улицы. Планировал торговать сигаретами, пивом, чипсами, семечками, всем, на что был спрос. Но для старта требовалось 15 000 рублей, 10 залога и ещё 5 за первую месячную аренду. Таких денег у них не было. И тогда Светлана, стиснув зубы, приняла своё горькое решение. Она продала серьги. Единственную свою настоящую ценность — золотые серьги с маленькими, но яркими гранатами, которые подарила ей бабушка буквально перед самой смертью. Та самая бабушка, что растила её, говорила, провожая во взрослую жизнь: «Береги их, внученька, носи на здоровье. Пусть будут тебе на самый чёрный день». Теперь этот чёрный день наступил. Она отнесла драгоценную память в ближайший ломбард, получила заветные 15 000 и, не глядя, отдала всё до копейки Андрею. Он крепко-крепко обнял её, расцеловал и поклялся, на чём свет стоит, что вернёт ей всё сторицей, что пройдёт всего год, и они заживут совсем по-другому, как самые богатые люди. Ларек заработал. Андрей вкалывал с утра до глубокой ночи без единого выходного. Возвращался домой настолько измотанным, что валился на кровать, едва раздевшись. Светлана видела его лишь урывками. Рано утром, когда он, не позавтракав, убегал, и поздно вечером, когда он, бледный от усталости, возвращался. Дима, по сути, рос без отца, если считать отцом не того, кто лишь изредка мелькает на пороге, пахнущий табаком и городской пылью. Вся тяжесть материнства легла на плечи Светланы. Она одна водила сына на прогулки в серый, засыпанный опавшей листвой двор, кормила его с ложечки тёплой манной кашей, укладывала спать, бесконечно напевая старую колыбельную, и читала на ночь сказки, в которых добро всегда побеждало зло. Однако спустя год их лишений ларёк, в который она вложила свою память и свою боль, наконец начал приносить плоды. Прибыль была небольшой, но стабильной, первой твёрдой почвой под ногами за долгое время. Андрей, окрылённый первым успехом, решил расширяться. Он открыл 2-й ларёк, затем 3-й. Нанял продавцов, и денег в доме стало ощутимо больше. Они смогли, наконец, переехать из тесной комнаты в квартире его родителей, сняв свою однокомнатную и малометражную, но свою, собственную. Казалось, сама Вселенная ликовала вместе с ними. Иметь свой угол, свою кухню, где не надо было ни с кем делить пространство, и свою ванную — это было высшим, ни с чем не сравнимым счастьем. Дима пошел в садик, и Светлана, вырвавшись из домашнего заточения, вновь вышла на работу бухгалтером, на этот раз в контору поближе к дому. Ее дни превратились в бесконечный марафон. Работа до обеда, затем стремительный бег, чтобы успеть забрать сына из садика, а вечерами — готовка, уборка, стирка и глажка — изматывающий конвейер быта. Андрей же появлялся дома поздно, ужинал в угрюмом молчании, уставившись в мерцающий экран телевизора, и почти сразу ложился спать. Так незаметно пролетело несколько лет.
Ларьки росли, как грибы после дождя. А потом он неожиданно продал их все, чтобы открыть небольшой, но собственный магазин стройматериалов. Для закупки товара и ремонта помещения снова понадобились деньги, и на этот раз сумма была внушительной. Светлана, стиснув зубы, попросила взаймы у своих родителей. Те, не раздумывая, отдали свои последние, собранные на черный день накопления — 50 000 рублей. Ее сестра Оля, сама жившая в вечной нужде, добавила еще 30. Все эти деньги, без расписок, без юридических формальностей, по-семейному, ушли в ненасытную пасть бизнеса. Андрей клятвенно обещал вернуть, но как-то сразу оговорился. Потом, мол, когда дело окончательно встанет на ноги. Дело действительно окрепло, разрослось. Но о долгах он благополучно забыл, словно их и не было. Магазин пошел в гору. Андрей нанял помощников, начал ездить в командировки по разным городам, закупая товар крупными партиями. Их жизнь медленно, но верно улучшалась. Они купили свою первую машину, подержанную, но для них невероятно желанную «десятку». А потом наскребли на однокомнатную квартиру в новостройке, навсегда распрощавшись с съемным жильем. Дима пошел в школу, превратившись в обычного, смышленого мальчишку, который учился хорошо и не доставлял хлопот. Светлана водила его по кружкам. Сначала на карате, где он маленький и серьезный говорил, что хочет быть сильным, чтобы защищать маму. А потом, увлекшись компьютерами, записался на программирование. За все нужно было платить. И Светлана, чтобы обеспечить сыну достойное будущее, устроилась на вторую работу. По вечерам она давала частные уроки математики отстающим школьникам. Возвращаясь домой далеко за полночь, измождённая, едва волоча ноги. Но деньги были нужны постоянно. На Диму, на квартиру, на вечно жаждущий вливаний бизнес Андрея. Он расширялся дальше, открыл второй магазин, потом третий, зарегистрировал собственную фирму и нанял профессионального бухгалтера. Однако Светлана по-прежнему помогала ему, ведя часть документации дома по ночам, проверяя отчеты и сводки. Бесплатно, разумеется. «Это же семейное дело», — без тени сомнения говорил Андрей. Именно в этот период его мать, Екатерина Ивановна, стала меняться. Раньше она относилась к невестке ровно, по-родственному. Но по мере того, как финансовый успех сына становился все очевиднее, в ее поведении проступили высокомерие и властность. «Светка, ты что, не могла нормальный обед приготовить? У Андрюши деловая встреча, а ты ему макароны подсунула», — бросала она, входя без стука в их квартиру. Или: «Светка, постирай Андрюши на рубашке как следует, не халтурь. Он деньги зарабатывает, а ты его как оборванца отпускаешь». Светлана терпела, сжимая зубы до боли. Она понимала. Екатерина Ивановна, всю жизнь прожившая в бедности, боготворила своего сына. Теперь, когда он встал на ноги, мать считала своей святой обязанностью оберегать его от всех невзгод. А невестка в ее глазах окончательно превратилась в прислугу, чей долг — самоотверженно обслуживать драгоценного отпрыска. Но всему есть предел. Однажды зимним вечером, когда Диме было лет 12, Екатерина Ивановна, как обычно, без предупреждения влетела в квартиру, используя свой ключ. Она застала Светлану на кухне за мытьем посуды после ужина. «Светка, ты что, опять посуду не домыла? Жир остался!» — накинулась свекровь. «Мне Андрюша жаловался, что у вас в доме грязно. Я смотрю, ты тут расслабилась совсем. Сидишь дома, ничего не делаешь, а сын мой вкалывает». Светлана медленно обернулась. Руки ее были по локоть в мыльной пене, спина ныла после 2 работ, а голова раскалывалась от накопившейся усталости. «Екатерина Ивановна», — сказала она тихо, но с неожиданной стальной твердостью, — «я не сижу дома. Я работаю на 2 работах. Воспитываю вашего внука, веду хозяйство, помогаю Андрею с бухгалтерией. Если вам кажется, что я что-то делаю недостаточно хорошо, делайте сами». Свекровь онемела от такой неслыханной дерзости. Ее щеки залились густыми багровыми пятнами, а глаза сузились в щелочки от бешенства. «Ах ты неблагодарная!» — выдохнула она, задыхаясь от ярости. «Ты мне еще и хамить вздумала! Да мы с сыном тебя из самой грязи вытащили! Мой Андрюша, золотой мальчик, на тебе женился, а ты кем была? Никем! Бухгалтершей трущобной!» Светлана почувствовала, как внутри у нее все переворачивается и леденеет от этих слов, таких откровенных и таких унизительных. «Екатерина Ивановна», — произнесла она,
и голос ее прозвучал металлически ровно. «Уходите из моего дома. Сейчас же». Свекровь, фыркнув от возмущения, с силой захлопнула дверь, так что стекла в окнах звеняще задрожали. На следующий день Андрей вернулся домой мрачнее ноябрьской тучи. Он набросился на жену, даже не сняв пальто и не разувшись с порога. «Ты чего это моей маме нахамила?» Светлана, стоя посреди кухни, чувствуя, как подкашиваются ноги, тихо ответила. «Я не хамила. Я всего лишь попросила ее не вмешиваться в наши дела». «Не вмешиваться?» — взорвался он. «Это моя мать! Она за нас переживает, а ты грубишь ей, как последняя...» «Андрей, твоя мать оскорбила меня», — перебила его Светлана, и голос ее вдруг окреп. «Назвала меня трущобной бухгалтершей. Заявила, что ты меня из грязи вытащил». «Ну и что?» — отрезал Андрей, и в его глазах не было ни капли тепла. «Она правду говорит». Светлана замерла, смотря на мужа и не узнавая его. Этот человек, с которым она прожила бок о бок больше 10 лет, родила ребенка, которому отдала все свои силы, всю свою молодость, только что вслух подтвердил, что она для него всегда была никем. «Андрей, все, я не хочу об этом говорить», — прошептала она, чувствуя, как почва уходит из-под ног. «Завтра же пойдешь к маме и извинишься», — потребовал он ультимативно. Она не пошла, не извинилась. Андрей несколько дней дулся, демонстративно не разговаривал и ужинал у родителей, но потом, казалось, буря утихла. Однако что-то важное, хрупкое и невидимое между ними переломилось тогда окончательно, и трещина уже никуда не делась. Прошло еще несколько лет. Диме исполнилось 14, когда они наконец-то смогли купить трехкомнатную квартиру в новом престижном районе, в добротном доме с качественным ремонтом. Для Светланы это было не просто достижение, а настоящая победа, воплощение многолетних мечтаний. Она плакала от счастья, переступая порог их нового жилища. Своя, просторная, залитая светом квартира. У Димы отдельная комната, у них с Андреем большая спальня и совмещенная гостиная с кухней. Андрей к тому времени уже стабильно и очень прилично зарабатывал. Купил себе дорогую иномарку, сменил гардероб на дорогие костюмы и рубашки, сшитые на заказ. Он постоянно ездил на деловые встречи, обзавелся солидными партнерами. Светлана искренне радовалась его успехам. Она думала, что теперь, наконец, наступила та самая долгожданная, спокойная, обеспеченная жизнь, ради которой они так много работали. Но в их общий дом стали прокрадываться тревожные перемены. Андрей стал задерживаться на работе все чаще и чаще. Возвращался поздно, иногда далеко за полночь, односложно бросая. Дела, встречи, переговоры. Светлана верила ему. Терпеливо ждала, готовила ужин и разогревала его, когда он, наконец, появлялся. Он ел молча, а на ее робкие расспросы начал раздражаться. «Зачем ты меня допрашиваешь? Не доверяешь, что ли? Я вкалываю на эту семью, а ты устраиваешь допрос с пристрастием». Светлана, уязвленная, замолкала и перестала спрашивать. Андрей начал меняться и внешне. Он записался в дорогой спортзал, похудел, накачал мышцы, сменил стрижку на ультрамодную, стал тщательно следить за собой. Кремы, лосьоны, дорогой парфюм. Светлана поначалу думала, что это необходимо для бизнеса, для статуса, и не придавала особого значения. Потом участились командировки. Сначала короткие, на 2-3 дня, потом на целую неделю. Москва, Новосибирск, Екатеринбург. Светлана оставалась одна с Димой, вела дом, работала. Андрей звонил редко, разговоры были короткими и сухими. Все нормально, дела, занят. И отключение. Диме исполнилось 16. Он серьезно готовился к экзаменам, мечтая поступить в политех на программирование. Умный, целеустремленный парень, Светлана им невероятно гордилась. Андрей, казалось, тоже испытывал гордость, но общались они с сыном мало. Отец вечно был занят, сын погружен в учебу, компьютер, общение с друзьями. А Светлана все острее начала чувствовать зияющую пустоту внутри. Андрей смотрел на нее как на привычный предмет обстановки. Она стала для него удобной, но абсолютно неинтересной. Она готовила, стирала, убирала, решала бесконечные бытовые вопросы. Но как женщина, как личность, она для него перестала существовать. Он перестал ее целовать, обнимать, даже просто разговаривать по душам. Любые ее попытки завести разговор об их отношениях, о том, что происходит между ними,
Он тут же пресекал, раздраженно отмахиваясь. «У меня нет времени на твои сантименты. Я деньги зарабатываю». Светлана пыталась измениться, чтобы вернуть его внимание. Покрасила волосы в более светлый оттенок, купила элегантное новое платье, записалась в спортзал, старалась выглядеть лучше, моложе. Но он не замечал ничего. Приходил домой, коротко здоровался и уходил в свой кабинет, закрываясь там с ноутбуком до глубокой ночи. Однажды декабрьским вечером, когда за окном кружилась колючая снежная крупка, Светлана, желая проявить заботу, зашла в кабинет с чашкой горячего чая. Андрей сидел за компьютером в массивных наушниках, полностью погруженный в виртуальное пространство и не услышав ее тихого шага. Взгляд ее скользнул по монитору, на котором была открыта яркая переписка в социальной сети. Мелькнуло женское имя, незнакомое ей, а рядом гирлянда сердечек и кокетливых смайликов. От неожиданности она поставила фарфоровую чашку на стол с резким громким стуком. Андрей вздрогнул, молниеносно свернул окно мессенджера и резко обернулся, срывая наушники. «Чего тебе?» — прозвучало раздраженно и холодно. «Чай. Я принесла тебе чай». Тихо выдохнула Светлана, чувствуя, как подкашиваются ноги. «Спасибо, можешь идти», — отрезал он, уже поворачиваясь обратно к экрану. Она вышла, опустошённая, и опустилась на стул на кухне. Руки её предательски дрожали. Кто эта женщина? Переписка выглядела слишком интимной, но где-то в глубине души теплилась слабая надежда. А вдруг это просто деловое общение, а ей всё лишь показалось? На следующий день, собравшись с духом, она попыталась завести разговор, когда Андрей, что было редкостью, оказался дома. «Андрей, у нас всё в порядке?» — спросила она, глядя ему прямо в глаза. Тот удивлённо поднял брови. «С чего вдруг такие вопросы? Мне кажется, ты очень отдалился. Мы стали совсем чужими людьми», — проговорила она, с трудом подбирая слова. Он тяжело вздохнул, потёр усталое лицо ладонями. «Света, ты слишком много воображаешь. У меня бизнес, серьезные проблемы, огромная ответственность. Мне и так тяжело, а ты еще со своими чувствами ко мне пристаешь. Дай мне, наконец, спокойно работать». Светлана отступила, решив, что, вероятно, он и правда находится в сильном стрессе, и ее долг — поддержать его, а не донимать подозрениями. Однако в феврале, когда Диме было 17, случилось то, чего она подсознательно боялась все эти месяцы. Раздался телефонный звонок с незнакомого номера. Женский голос в трубке звучал молодо, уверенно и с легкой язвительной насмешкой. «Это Светлана, жена Андрея?» «Да», — ответила она, чувствуя, как сердце начинает колотиться с бешеной скоростью. «Я Карина, работаю с вашим мужем. Хочу сообщить, что у нас с ним роман. Уже полгода. Он обещал мне развестись с вами, но все тянет. Поэтому звоню сама. Он меня любит, а вас нет. Отпустите его». И трубка резко брошена. Светлана застыла посреди кухни, сжимая в онемевших пальцах телефон, не в силах сделать вдох. Всё внутри оборвалось и провалилось в ледяную, бездонную пустоту. Роман. Полгода. Другая женщина. Вечером Андрей вернулся домой, как ни в чем не бывало. Светлана встретила его в прихожей, не давая пройти дальше. «Мне сегодня звонила Карина», — произнесла она без предисловий. Он замер на месте, его лицо сначала побелело, как мел, а затем залилось густым багрянцем. Прошла тяжелая давящая пауза, и он, наконец, выдохнул. «Ну вот. И хорошо, что ты узнала. Я не хотел тебе говорить, но раз уж так вышло... Да, у меня есть другая. Я ее люблю. Прости, Света, но так получилось. Я больше не могу жить с тобой. Ты хорошая женщина, но мы стали слишком разными. Я вырос, я изменился. Мне нужно другое. Я хочу развода». Вот так. 26 лет совместной жизни. Взлетов и падений, надежд и разочарований, и все оборвалось в один миг. Коротко, буднично, словно речь шла о пустяковой сделке. «А Дима?» — едва слышно спросила Светлана. «Дима уже взрослый, сам во всем разберется. Я буду платить алименты, помогать, то жить здесь с тобой я больше не могу». В тот же вечер он стремительно собрал вещи — чемодан, спортивную сумку.
Светлана сидела на кухне, уставившись в черное окно, не в силах сдвинуться с места. Дима был у друга и не видел этого позора. Андрей вышел, и дверь за ним захлопнулась с таким финальным оглушительным звуком, что содрогнулись стены. Он больше не вернулся. А потом начался настоящий кошмар. Уже через неделю Андрей подал официальное заявление на развод. Его требования были беспощадны. Он настаивал на том, чтобы ему оставили весь бизнес, большую часть совместно нажитого имущества и трехкомнатную квартиру. Свои претензии он мотивировал тем, что все это — исключительно плоды его личного труда. Светлане же он великодушно предлагал мизерную денежную компенсацию и однокомнатную квартиру где-то на дальней окраине, в старом обветшалом доме. «Вы не работали официально», — заявлял на предварительных слушаниях его дорогой, щегольски одетый адвокат. «Вы занимались домом и ребенком. Это, безусловно, важный труд, но он не дает юридических прав на результаты предпринимательской детей вашего супруга». Светлана, понимая свое уязвимое положение, наняла адвоката, Ирину Захаровну. Скромную женщину лет 50 с мягким умным лицом и добрыми, но уставшими глазами, которую порекомендовала ее подруга Тамара. Ирина Захаровна старалась изо всех сил, вкладывая душу в это дело. Но на фоне матерого и хорошо оплачиваемого процессуального противника Андрея она выглядела слабой и недостаточно подкованной. Светлана пыталась доказать свой вклад. Рассказывала суду про проданные серьги, про деньги родителей и сестры, вложенные в самый первый ларек, про годы бесплатной работы бухгалтером в его растущей фирме. Но документальных доказательств не было. Серьги были сданы в ломбард без расписки, деньги родных переданы по-семейному, на честное слово, а вся официальная бухгалтерия предприятия была оформлена так, что ее участие в ней не значилось. «У вас нет доказательств», — отчеканивал на каждом заседании адвокат Андрея. И слова его, обточенные и холодные, как речной лед, больно впивались в самое сердце. Сам Андрей, некогда казавшийся ей опорой, преобразился до неузнаваемости, выплескивая яростную агрессию. Он называл ее наседкой, клушей. Утверждал, что она всю жизнь прозябала у него на шее, что это он единолично содержал и ее, и сына, а ее вклад в их общую жизнь ограничивался борщами и стиркой. А его мать, Екатерина Ивановна, названивала по телефону и, не скрывая ненависти, шипела в трубку. «Ты погубила моего мальчика, высосала из него все жизненные соки, а теперь еще и денег жаждешь? Нищебродка. Думаешь, Андрюша на тебе жениться собирался? Так бы ты и осталась никем. Возвращайся-ка лучше в свою вонючую коммуналку, откуда он тебя, дуру, вытащил». Дима, к счастью, всей душой был на стороне матери и наотрез отказался общаться с отцом. Андрей, пытаясь вернуть сына, пустил в ход весь свой арсенал. «Я куплю тебе любую машину, хорошую квартиру в центре, только встань на мою сторону. Мать-то что тебе может дать? Ничего. Она законченная неудачница». Но Дима, выслушав это, ответил спокойно и твердо: «Папа, я остаюсь с мамой. Это ты нас предал. Ты предал ее, и ничего мне от тебя не нужно». После этой горькой сцены Андрей окончательно перестал звонить сыну, вычеркнув его из своей новой, сытой жизни. Светлана же существовала в каком-то густом, беспросветном тумане. Дни монотонно сменяли друг друга: ранний подъем, скудный завтрак для Димы, проводы его в институт, изматывающие и безрезультатные поиски работы и бесконечные, унизительные судебные заседания, где адвокат ее бывшего мужа с ледяным бесстрастием методично разбирал ее жизнь на мелкие никчемные кусочки, доказывая, что она не стоит и гроша. Деньги таяли на глазах, и скоро уже нечем было бы платить ни за квартиру, ни за коммуналку. Продукты она покупала по самому минимуму, экономя на всем. Дима приносил домой свои скромные заработки курьера, но этих денег катастрофически не хватало. И вот 3 недели назад раздался телефонный звонок, перевернувший все с ног на голову. «Светлана Тимофеевна?» — говорит нотариус Павлов. «Мне нужно сообщить вам, что ваша родственница, Эльвира Михайловна Соколова, скончалась 2 месяца назад в Австрии. Вы указаны в ее завещании в качестве единственной наследницы. Вам необходимо приехать для оформления документов». Светлана совершенно растерялась. Тётя Эльвира — мамина сестра. Да, она смутно помнила эту женщину. «Да, пожалуйста, приезжайте в нашу контору».
продолжил нотариус и продиктовал адрес. На следующий день она отправилась навстречу. Нотариус Павлов оказался мужчиной средних лет с усталым аскетичным лицом и безупречно аккуратными манерами. Он усадил ее в мягкое кожаное кресло, предложил чай и начал неторопливо. «Ваша тетя, Эльвира Михайловна, всю жизнь проработала учительницей немецкого языка. Лет 20 назад она уехала в Германию по программе обмена для преподавателей. Там вышла замуж за местного жителя, господина Шмидта. Он был весьма обеспеченным человеком, владел недвижимостью, детей у них, к сожалению, не было. Господин Шмидт скончался 5 лет назад, оставив все свое имущество супруге. А ваша тетя, в свою очередь, завещала все вам. В документе указано, что она помнила вас девочкой». «Но что именно она мне завещала?» — робко поинтересовалась Светлана. Нотариус лишь открыл толстую папку с бумагами. Процедура оформления займет несколько недель. Запрос документов из Австрии, переводы, заверения. Я позвоню вам, когда все будет полностью готово. Можете идти». Светлана вышла из конторы в полнейшем недоумении. Тётя Эльвира. Она видела ее всего несколько раз в жизни, последний — лет 15 назад, на похоронах другой маминой сестры. Тогда она запомнилась ей сухонькой, строгой пожилой женщиной в элегантном костюме, говорившей на причудливой смеси русского и немецкого. Она тогда приехала всего на несколько дней, повидалась с роднёй и уехала обратно. Светлана не придала тому звонку особого значения, решив, что, возможно, речь идет о какой-то мелочи. Старой мебели, мэйби, коллекции книг или маленькой квартирке где-нибудь в немецкой провинции. Она не рассказала никому, даже Диме, и в суете будних тягот практически забыла о том странном визите. А вчера нотариус позвонил снова. «Светлана Тимофеевна, документы готовы. Завтра я доставлю их лично на ваше судебное заседание, как вы и просили. Там все будет оформлено официально». «Что именно там в этих документах?» — с замиранием сердца спросила она. «Увидите завтра», — уклончиво ответил нотариус. И вот сейчас, сидя на кухне в 5 часу утра перед самым решающим судебным заседанием, Светлана тщетно пыталась понять, что же ей могла оставить та самая тетя Эльвира. Но мысли путались, в висках стучало, а сердце тревожно и тяжело билось о ребра. Она допила остатки остывшего чая, поставила кружку в раковину, медленно прошла в ванную, умылась ледяной водой, пытаясь привести чувства в порядок, и посмотрела на свое отражение в зеркале. Усталое, осунувшееся лицо, глубокие темные круги под глазами, седые пряди, пробивающиеся у висков. 39 лет, а выглядела она, казалось, на все 50. В 7 утра проснулся Дима. Он вышел на кухню, сонный и взъерошенный, с отпечатком подушки на щеке. «Мам, привет», — пробормотал он, протирая глаза. «Доброе утро, солнышко», — отозвалась Светлана, и от этих привычных слов на душе стало чуть светлее. Он молча сел за стол, и она поставила перед ним тарелку с овсяной кашей. «Мам, сегодня же суд», — сказал он, глядя на нее поверх пара, поднимавшегося от еды. «Да, сынок, но у тебя пары, не пропускай». «Плевать на пары», — решительно заявил Дима. «Я буду с тобой». Она обняла его, прижалась лбом к его теплому плечу, чувствуя, как на глаза наворачиваются предательские слезы. «Спасибо, сынок», — прошептала она. И в этих 2 словах поместилась вся ее измученная благодарность. Они вышли из дома без 8:45 и поехали на метро. Молча, стоя в вагоне, затерянные в утренней толчее. Светлана смотрела в темное окно, где мелькали отражения чужих Ханнисон, и думала о том, что будет после. Если Андрей выиграет, а он почти наверняка выиграет, его адвокат был слишком силен, а у нее не было никаких документальных козырей, она останется у разбитого корыта. С Димой, да, но без крыши над головой, без гроша за душой, без малейшего просвета в будущем. Они вышли на нужной станции и направились к зданию суда. Серой, мрачной коробки советской постройки с облупившимся фасадом. Поднявшись по широким и стертым ступеням, они вошли внутрь. В воздухе витал тяжелый запах сырости, старой пыльной бумаги и чего-то кислого, затхлого. В длинном коридоре их уже поджидал Андрей. Он стоял в своем новом, безупречно сидящем темно-синем костюме с безукоризненной прической и загаром,
купленным, вероятно, на каком-нибудь курорте. Рядом, как тень, маячил его адвокат. Щеголь в очках в тонкой оправе и сером костюме тройки. И она, Карина. Молодая, лет 30, в обтягивающем изумрудном платье, которое кричало о деньгах и дурном вкусе. Красивая, ухоженная, с длинными накладными ногтями и яркой, почти алой помадой. Они смотрели на Светлану с плохо скрываемым торжествующим превосходством. Андрей не удостоил ее даже кивком. Карина же улыбалась той самой снисходительной, ядовитой улыбкой, что говорила краше всяких слов. «Я выиграла, а ты проиграла навсегда». Немного поодаль, как мрачный страж, пристроилась Екатерина Ивановна. Свекровь, располневшая женщина с безвкусно крашенными в рыжие волосами, в дешевом цветастом платье и потертой куртке из искусственной кожи. Ее взгляд, полный неприкрытой ненависти, прожигал Светлану насквозь. «Явилась», — прошипела она. «Думаешь, отсудишь что-то у моего Андрюшеньки? Не дождешься, стерва». Светлана, собрав всю свою волю, промолчала. Дима сжал кулаки, но она легонько положила ему руку на плечо, удерживая. «Не надо, сынок», — тихо сказала она. В этот момент к ним подошла Ирина Захаровна, ее адвокат. «Светлана Тимофеевна, держитесь», — ободряюще прошептала она. «Я сделаю все, что в моих силах». Дверь в зал суда открылась, и тощая секретарша с выцветшими волосами пригласила всех внутрь. Светлана вошла последней. Зал был выкрашен в унылый бежевый цвет, кое-где краска облупилась, обнажив серую безликую штукатурку. Потолок венчала старая люстра, в которой горели лишь 3 лампочки из 5. Грязные окна едва пропускали тусклый ноябрьский свет, а батареи были едва теплыми, не в силах побороть промозглую сырость. Она села на жесткий деревянный стул за столом рядом с Ириной Захаровной. Дима устроился на скамье для публики прямо за ее спиной. Андрей со своей свитой важно расположился напротив. Судья вошла последней. Женщина предпенсионного возраста, с усталым, непроницаемым лицом и строгим пучком на затылке. В тонких очках она степенно села за свой стол, разложила перед собой папки с документами. «Так», — произнесла она ровным, безэмоциональным голосом. «Дело о разделе имущества супругов Лазаревых. Приступим». Светлана сжала руки на коленях так, что побелели костяшки. Началось. Адвокат Андрея Степан Владимирович Серов поднялся первым. Мужчина лет 50, в дорогом сером костюме тройки, с аккуратно подстриженной седой бородкой и холодными, как лед, серыми глазами за дизайнерскими очками. От него исходил стойкий запах дорогого парфюма, который ощущался даже на расстоянии. «Ваша честь», — начал он вкрадчивым, бархатным голосом, медленно прохаживаясь перед столом судьи. «Дело, которое мы сегодня рассматриваем, на первый взгляд кажется обычным бракоразводным процессом. Но на самом деле это история о том, как один человек, благодаря своему труду, таланту и предпринимательской хватке, создал успешный бизнес буквально с нуля. А теперь другой человек, не приложивший к этому ровным счетом никаких усилий, пытается незаконно присвоить себе плоды этого труда». Светлана сжала кулаки под столом так, что ногти впились в ладони. Ирина Захаровна тихо положила ей на плечо свою теплую, успокаивающую руку. «Мой клиент, Андрей Павлович Лазарев», — продолжал адвокат, обводя зал уверенным взглядом. В далёком 1999 году начинал с малого, с крошечного торгового ларька на самой окраине города. Он работал по 15 часов в сутки, без выходных и праздников, в лютый мороз и изнуряющую жару, не зная ни отдыха, ни покоя. Серов сделал театральную паузу, давая суду проникнуться образом самоотверженного труженика. Затем, благодаря невероятным усилиям, он открыл второй ларек, третий, а после и первый магазин стройматериалов. Сегодня ему принадлежит сеть из 5 успешных магазинов и строительная фирма с годовым оборотом, превышающим 100 миллионов рублей. Он снова замолчал, позволяя этой внушительной цифре осесть в сознании слушателей. «А что же в это время делала супруга?» Голос адвоката стал язвительно мягким. Светлана Тимофеевна, как она сама утверждает, занималась домашним хозяйством. Готовила, стирала, воспитывала ребенка.
Безусловно, это важный труд, но он не имеет ни малейшего отношения к созданию и развитию бизнеса. Она не вкладывала капитал, не принимала управленческих решений, не заключала контрактов. У нее нет ни профильного образования, ни опыта. Лист диплом техникума по специальности «Бухгалтерский учет». Светлана почувствовала, как по ее щекам разливается жгучий румянец стыда. Слово «техникум» он произнес с такой ядовитой пренебрежительностью, будто это было что-то постыдное, клеймо неудачницы. «Светлана Тимофеевна утверждает, что помогала мужу», — продолжал Серов сделанным сочувствием. «Но давайте смотреть правде в глаза. У нее нет ни единого документа, подтверждающего финансовое участие. Ни расписок, ни договоров, ни банковских выписок. Она упоминает о неких золотых сережках, проданных 25 лет назад. Но где доказательства? Где чек из ломбарда? Где расписка о передаче денег? Их нет. С холодным торжеством констатировал он. Потому что с огромной долей вероятности этих сережек никогда и не существовало. Или же они были, но вырученные средства ушли на личные бытовые нужды семьи, а не в бизнес. Светлана вся напряглась, порываясь вскочить и крикнуть, что все это гнусная ложь. Но Ирина Захаровна снова сжала ее плечо, удерживая на месте. Супруга также заявляет о займах у родителей и сестры для бизнеса мужа. Методично, словно отбивая молотком гвозди в крышку ее гроба, продолжал адвокат. И вновь задаю вопрос: где документы? Современное законодательство четко регламентирует: нет письменного подтверждения, нет и самого факта. Мы не можем основывать решение суда на голословных утверждениях. Серов плавно подошел к столу судьи и с выразительным жестом положил перед ней увесистую папку. Здесь представлена полная финансовая документация фирмы моего клиента за последние 15 лет. Каждая копейка учтена, каждый рубль задокументирован. И нигде, абсолютно нигде, не фигурирует имя Светланы Тимофеевны в качестве соучредителя, инвестора или финансового партнера. Она — домохозяйка, которая на протяжении всего брака находилась на полном содержании у мужа. Слово «содержание» прозвучало особенно унизительно и больно отозвалось эхом в ее сердце. «Мой клиент, однако, не отказывается от своих моральных обязательств», — с напускным великодушием заключил Серов, разводя руками. Он готов выплатить бывшей супруге единовременную компенсацию в размере 2 миллионов рублей и обеспечить ее жильем, однокомнатной квартирой площадью 38 квадратных метров в районе Купчино. Это более чем справедливое предложение, учитывая полное отсутствие с ее стороны реального вклада в создание семейного капитала. С этими словами он вернулся на свое место, с удовлетворением обменявшись кивком с Андреем. Тот сидел, развалившись на стуле, с видом человека, который уже купил свою победу и теперь лишь ждет официального подтверждения. Судья перевела взгляд на Ирину Захаровну. «Адвокат ответчика, ваше слово». Ирина Захаровна медленно поднялась. На фоне лощёного, сияющего уверенностью Серова, она выглядела бледной, немодной тенью. Простой темный костюм, скромная прическа, потертый кожаный портфель. Но в ее глазах горела непоколебимая решимость. «Ваша честь», — начала она, и в голосе ее вначале проскользнула дрожь, но она тут же взяла себя в руки. Уважаемый коллега живописно рассказал нам историю предпринимательского триумфа. Но он забыл упомянуть одну крайне важную деталь. За спиной практически каждого успешного мужчины стоит женщина, которая своей тихой ежедневной жертвой сделала этот самый успех возможным. Она сделала паузу, давая словам проникнуть в сознание. Светлана Тимофеевна действительно не имеет на руках документов, подтверждающих ее финансовый вклад. И знаете почему? Потому что 25 лет назад, когда она продавала свои единственные драгоценности, память о бабушке, чтобы дать мужу стартовый капитал, они были молодой семьей. Они любили друг друга и доверяли безраздельно. Кто в такой ситуации, скажите, потребует с любимого человека расписку? Ирина Захаровна резко подняла руку и указала пальцем прямо на Андрея, сидевшего напротив. «А что касается домашнего хозяйства?» Голос Ирины Захаровны зазвучал тверже и громче. «Давайте посчитаем, уважаемый суд. Светлана Тимофеевна на протяжении всех лет брака
вставала в 5 утра, чтобы приготовить мужу завтрак перед его рабочим днем. Она стирала, гладила, убирала. Фактически одна воспитывала их общего ребенка. Водила в садик, потом в школу, на многочисленные кружки. Она сидела с сыном ночами, когда он болел, и помогала ему с домашними заданиями. Она работала на 2 работах, чтобы обеспечить семью, пока все финансы мужа уходили в развитие его бизнеса. И, наконец, она вела всю его бухгалтерию абсолютно бесплатно на протяжении первых 5 лет становления фирмы. Адвокат сделала паузу, давая этим фактам проникнуть в сознание судьи. Теперь зададимся простым вопросом. Если бы господину Лазареву пришлось нанимать для всего этого штат сотрудников, повара, домработницу, няню для ребенка и бухгалтера, сколько бы это стоило? Давайте посчитаем. Повар — минимум 30 тысяч в месяц. Домработница — 25. Няня — еще 30. Опытный бухгалтер — 40 тысяч. Итого 125 тысяч рублей ежемесячно. Умножим на 12 месяцев и на 25 лет брака. Получается 37 миллионов 500 тысяч рублей. Вот реальная материальная стоимость так называемого «домашнего труда» Светланы Тимофеевны. Светлана почувствовала, как у нее предательски защемило в горле, и на глаза навернулись горячие, облегчающие слезы. Наконец-то! Наконец-то кто-то не просто понял, а озвучил вслух перед лицом закона всю ту титаническую, невидимую работу, что была смыслом ее жизни долгие годы. Однако адвокат Андрея лишь пренебрежительно усмехнулся. «Ваша честь, это, конечно, очень трогательно, но мы здесь слушаем эмоции или факты?» Его голос был ядовит. «Закон не оперирует абстрактными расчетами стоимости домашнего труда. Закон оперирует документами, доказательствами, цифрами на бумаге». Судья, сохраняя невозмутимость, кивнула. «Продолжайте». Заседание тянулось еще около часа. Ирина Захаровна, сжав в белых пальцах край стола, изо всех сил пыталась апеллировать к справедливости, цитировала статьи Семейного кодекса о совместно нажитом имуществе, приводила примеры из судебной практики. Но против бездушной, выверенной документальной машины, которую обрушил на нее оппонент, ее слова разбивались как хрупкие волны о гранитный утес. У Серова были все бумаги. Учредительные документы, где единственным владельцем значился Андрей Павлович Лазарев. Налоговые декларации, банковские выписки, договоры аренды. Вся эта идеально выстроенная бумажная крепость была возведена им одним. Светланы в ней не было места. Светлана сидела, опустив голову, и слушала, как ее жизнь, ее 26 лет брака, наполненных трудом, жертвами, верой и любовью, методично превращаются в юридическое ничто, в пустую формальность домашнего хозяйства, не имеющего никакой правовой ценности. Андрей смотрел на нее с противоположной стороны зала холодным, отстраненным взглядом, будто между ними не было ничего, ни общей истории, ни сына, ни прожитых бок о бок лет. Карина что-то шептала ему на ухо, и он кивал, и на его губах играла легкая самодовольная улыбка. И тогда не выдержала Екатерина Ивановна. Свекровь, багровая от ярости, сорвалась с места на скамье для публики и пронзительно закричала: «Хватит тут эти сопли разводить! Светка, ты ничего не вкладывала. Ты жила на всем готовом, как сыр в масле каталась. Мой Андрюша тебя и одевал, и обувал, и кормил. Ты что, борщи варила? Так это твоя прямая обязанность была. Ты жена, ты и должна мужа обслуживать». «Гражданка, прошу соблюдать порядок в зале суда», — строго произнесла судья. Но Екатерина Ивановна не унималась. Вся трясясь от неконтролируемого гнева, она продолжала орать, тыча пальцем в сторону Светланы. «Ты думаешь, он на тебе жениться собирался? Да ты была никем. Комнату в коммуналке снимала, в одном единственном платье ходила. А мой сын тебя из самой грязи вытащил. Дал тебе все: квартиру, одежду, человеческую жизнь. А ты теперь его же, благодетеля, обобрать хочешь. Нищебродка. Бери своего огрызка и катись на все 4 стороны». Светлана почувствовала, как у нее внутри все обрывается и проваливается в ледяную пустоту. Она сидела, сжимая под столом дрожащие руки, и слушала этот поток унизительных оскорблений, не в силах вымолвить ни слова в свое оправдание. «Мама, прекрати!» Негромко, без особой энергии сказал Андрей.
Но в его голосе не было осуждения, лишь усталая досада от создавшейся неловкости. Дима же, не в силах сдержаться, резко вскочил с места. «Вы не смеете так говорить о моей матери!» Его голос дрожал от гнева и обиды. «А что я не так сказала?» — огрызнулась Екатерина Ивановна. «Правду сказала. Твоя мать — никто. И ты тоже никто. Гражданка Лазарева-старшая, я последний раз предупреждаю». Судья повысила голос, и в нем зазвучали стальные нотки. «Еще одно слово, и я удалю вас из зала суда». Екатерина Ивановна с негодованием плюхнулась на скамью, но продолжала что-то яростно бормотать себе под нос. Дима стоял бледный, с белыми от напряжения костяшками сжатых кулаков. Светлана видела, как мелко дрожат его руки, и ей захотелось подойти, обнять его, успокоить. Но в этот момент судья объявила: «Объявляю перерыв на 15 минут. Прошу стороны привести себя в порядок». Все присутствующие начали неспешно расходиться из зала. Светлана подошла к Диме, стоявшему у стены с белым от напряжения лицом, и обняла его, чувствуя, как дрожит его сильное, но такое беззащитное в этот момент тело. «Не слушай их, солнышко, не слушай, пожалуйста», — прошептала она, гладя его по спине, как в детстве. «Мам, как они могут?» Голос Димы срывался от обиды и гнева. «Как он может просто молчать, когда тебе такое говорят?» «Он изменился, Димочка. Это уже не тот человек, которого я когда-то знала», — тихо ответила она, и в этих словах была не горечь, а лишь горькое примирение с действительностью. К ним подошла Ирина Захаровна. Ее лицо, обычно спокойное, теперь было встревоженным и усталым. «Светлана Тимофеевна, я должна быть с вами абсолютно честна. Тихо, чтобы не слышали посторонние, сказала она. Наша позиция юридически очень слаба. Без документальных доказательств вашего вклада мы с огромной долей вероятности проиграем. Судья, скорее всего, примет сторону Андрея Павловича. Вам достанется лишь предложенная компенсация и та самая однокомнатная квартира. Это максимум, на что мы можем сейчас рассчитывать». Светлана молча кивнула. Она знала это. Она чувствовала неминуемость этого поражения всем своим существом с самого начала этого унизительного процесса. Они вышли в длинный пустынный коридор. Там уже стояла другая сторона — Андрей, Карина и его блистательный адвокат. Они о чем то тихо беседовали, и вдруг Андрей коротко, самодовольно рассмеялся, похлопывая Серова по плечу. Победа была для них настолько очевидной, что они даже не старались этого скрывать. Карина поймала взгляд Светланы и улыбнулась ей через весь коридор. Улыбкой торжествующей, сладкой и безжалостной. Она подошла к Андрею, обвела его руку своими, демонстративно поцеловала в щеку, словно выставляя на показ свой главный трофей. «Он теперь мой. Я победительница». Светлана отвернулась и отошла к высокому грязному окну, уставившись в серый, промозглый ноябрьский двор. Мокрый асфальт, голые скрюченные ветви деревьев, низкое свинцовое небо. Все вокруг было таким же безнадежным и унылым, как и ее жизнь. Света. Вдруг за ее спиной раздался его голос. Она медленно обернулась. Андрей стоял рядом, один, без своей свиты, засунув руки в карманы дорогих брюк. Выражение его лица было трудночитаемым. «Что?» — тихо спросила она. «Послушай, я не хотел, чтобы все зашло так далеко. С мамой, с ее выходкой. Она просто очень переживает за меня, понимаешь?» «Переживает», — безразлично повторила Светлана. «Понятно. Света, давай закончим это цивилизованно». Его голос стал нарочито мягким, деловым. «Ты берешь квартиру, деньги, и мы расстаемся по-хорошему. Зачем тянуть эту канитель? Зачем эти бесконечные, выматывающие суды?» Светлана посмотрела на него. На этого чужого, откормленного успехом человека в идеально сидящем костюме, с холодными, пустыми глазами. «По-хорошему?» — переспросила она, и в ее голосе впервые зазвучала не усталость, а сталь. «Андрей, ты предал меня. Ты полгода изменял мне. Ты ушел, не оглянувшись, хлопнув дверью. Ты публично обвиняешь меня в том, что я ничего не делала, хотя я отдала тебе всю свою жизнь, всю свою молодость, все свои силы. А теперь ты хочешь, чтобы я просто тихо ушла, сжавшись в комок,
С теми жалкими подачками, которые ты так великодушно мне бросаешь? И это ты называешь по-хорошему?» Он тяжело вздохнул, как уставший от капризов ребенка взрослый. «Света, я просто вырос. Я стал другим. Мне нужна другая жизнь. Карина, она меня понимает. Она успешная, современная женщина. Мы на одной волне. А ты так и осталась там, в 90-х. Ты совсем не изменилась. Ты хорошая женщина, но мы стали абсолютно разными людьми. Я осталась в 90-х. Медленно вдавливая в себя каждое слово, повторила Светлана. Потому что в тех самых 90-х я работала на 2 работах, чтобы у тебя были деньги на твой проклятый бизнес. Я не меняла прически и не покупала себе модное платье, потому что каждую лишнюю копейку мы отдавали тебе. Ты вырос на моих костях, Андрей, и теперь имеешь наглость говорить, что я тебе не подхожу? Он ничего не ответил. Лишь постоял еще мгновение, потом развернулся и ушел обратно к своей блестящей компании. Светлана снова прислонилась лбом к ледяному оконному стеклу и закрыла глаза. Внутри была такая пустота, что даже для слез не оставалось места. Вскоре перерыв закончился, и все вернулись в зал заседаний. Судья вошла последней, степенно заняла свое место и начала просматривать лежащие перед ней бумаги. «Так», — произнесла она, — «продолжим. Есть ли у сторон что-либо добавить к ранее сказанному?» Ирина Захаровна собралась было подняться, чтобы произнести свою заключительную, безнадежную речь, но в этот самый момент дверь в зал суда тихо приоткрылась. В проеме показался мужчина средних лет в темном пальто с солидным коричневым конвертом в руках. Он бесшумно прошел вдоль стены, подошел к секретарше, что-то быстро и тихо сказал ей на ухо. Та кивнула, взяла конверт, поднялась и, нарушая весь установленный порядок, понесла его к столу судьи. Светлана смотрела на эту сцену словно в замедленной съемке, не веря собственным глазам. Вошедший мужчина был тем самым нотариусом Павловым, который 3 недели назад сообщил ей о завещании тети Эльвиры. Судья взяла протянутый ей плотный коричневый конверт, повертела его в руках, внимательно рассмотрев темно-красную сургучную печать. Затем она аккуратно вскрыла его специальным ножом для бумаг, извлекла несколько листов дорогой плотной бумаги с водяными знаками и синими печатями и начала неспешно читать. Ее лицо стало меняться с каждой прочитанной строчкой. Сначала на нем отразилось легкое удивление, брови поползли вверх. Затем явное недоумение, сморщился лоб. Она перевернула страницу, пробежала глазами следующий лист, и ее черты исказило почти комическое изумление. Судья сняла очки, тщательно протерла их шелковым платочком, снова надела и перечитала текст с самого начала. На этот раз еще более внимательно. В зале воцарилась гробовая звенящая тишина. Даже секретарша замерла, прекратив стучать по клавиатуре. Адвокат Андрея, Степан Владимирович Серов, замолчал на полуслове, почувствовав, как почва уходит из-под ног. Судья медленно подняла голову и устремила свой взгляд прямо на Светлану. И в этом взгляде было уже не привычное усталое безразличие, а живой, неподдельный интерес. «Светлана Тимофеевна», — произнесла она четко, разделяя каждое слово. «Вы в курсе содержания этих документов?» Светлана, ошеломленная, лишь растерянно помотала головой. «Нет, Ваша честь, мне 3 недели назад звонил нотариус. Сказал, что скончалась моя дальняя родственница, тетя Эльвира, мамина тетка. Он говорил о каком-то наследстве, просил приехать для оформления. Я была уверена, что это что-то совершенно незначительное. Какая-нибудь старая мебель или, на худой конец, маленькая квартирка где-нибудь в глухой провинции». Судья снова погрузилась в изучение документов, а затем перевела пристальный взгляд на Андрея и его адвоката. Андрей нахмурился. В его глазах вспыхнуло раздражение, смешанное с беспокойством. Карина, сидевшая на скамье, подалась всем телом вперед, пытаясь разглядеть загадочные бумаги. Адвокат Серов нервно поправил свои дизайнерские очки. «Что там еще? Не выдержал Андрей. Его голос прозвучал резко и грубо. «Какое такое наследство?» Судья бросила на него холодный предупреждающий взгляд. «Гражданин Лазарев, вы получите всю необходимую информацию в установленном законом порядке».
Она, можно, углубилась в чтение, перелистнула последний лист, задержалась на нем. Светлана видела, как губы судьи беззвучно шевелятся, повторяя про себя ключевые фразы. Наконец она отложила документы в сторону, сняла очки и положила их на стол с выразительным жестом. «Я полагаю, что эти документы существенным образом меняют картину рассматриваемого дела», — заявила она ровным голосом. «Мне потребуется время для их детального изучения. Объявляю перерыв на 15 минут». С этими словами она поднялась, собрала все бумаги и торжественно удалилась в свою совещательную комнату. А Светлана осталась сидеть на своем месте, совершенно не понимая, что вообще происходит. Сердце бешено колотилось в груди, а руки дрожали так, что ей пришлось сцепить их в замок. «Мам, что это было?» — прошептал сзади Дима, склонившись к ней. «Не знаю, солнышко, честное слово, не знаю». С трудом выдохнула она. Ирина Захаровна смотрела на захлопнувшуюся дверь кабинета с крайне озадаченным видом. Андрей же уже вскочил с места и выбежал в коридор, увлекая за собой своего адвоката. Оттуда сразу же донеслись взволнованные, приглушенные голоса. «Что за наследство? Серов, ты в курсе чего-нибудь?» «Андрей Павлович, успокойтесь, я сейчас все выясню». Екатерина Ивановна металась между сыном и залом суда, что-то невнятно и нервно бормоча себе под нос. Карина сидела на скамье побледневшая, с напряженным и очень озабоченным выражением лица. 15 минут тянулись мучительно долго, словно растянувшаяся на вечность пытка. Светлана сидела, сжимая и разжимая онемевшие пальцы, и беззвучно молилась, чтобы это оказалось чем-то хорошим. Хоть каплей света в этом кромешном кошмаре, в который превратилась ее жизнь. Наконец дверь кабинета снова открылась. Судья вышла с теми же бумагами в руках. Ее лицо было бесстрастной маской, но в глазах, казалось, читалось некое скрытое, глубокое удовлетворение от происходящего. Все поспешно вернулись на свои места. Андрей сел, но было видно, что он на нервах. Его пальцы беспокойно барабанили по столу, а плечи были напряжены. «Итак», — начала судья, когда в зале окончательно утихли последние шорохи, «мне были только что переданы документы из нотариальной конторы, касающиеся наследства, причитающегося гражданке Светлане Тимофеевне Лазаревой по завещанию ее родственницы Эльвиры Михайловны Соколовой, урожденной Павловой». Судья сделала многозначительную паузу. Ее взгляд, тяжелый и оценивающий, снова устремился на Светлану. «Ваша тетя, Эльвира Михайловна Соколова, скончалась 2 месяца назад в Австрии», — начала она, и каждое слово звенело в гробовой тишине зала. Всю свою жизнь она проработала преподавателем немецкого языка, а затем эмигрировала в Германию, где вступила в брак с господином Гюнтером Шмидтом, владельцем крупной сети магазинов электроники. Господин Шмидт скончался 5 лет назад, завещав своей супруге все свое состояние. Поскольку детей у них не было, ваша тетя, в свою очередь, составила завещание в вашу пользу, указав в документе, что хранит о вас, своей единственной племяннице, самые теплые воспоминания. Судья вновь обратилась к лежащим перед ней бумагам, и ее пальцы слегка задержались на оттиске печати. Согласно предоставленному нотариусом завещанию и приложенным к нему финансовым документам, вам, Светлана Тимофеевна, причитается следующее наследство. Она вновь сделала паузу, намеренно затягивая момент, и в зале воцарилась мертвая давящая тишина, в которой был слышен лишь прерывистый вздох кого-то из присутствующих. Во-первых, денежные средства на счетах в австрийских и немецких банках на общую сумму, эквивалентную 200 миллионам российских рублей. Воздух в зале словно сгустился. Во-вторых, 5 квартир в Москве, 3 в престижном районе Арбата, 1 на Остоженке и 1 на Кутузовском проспекте. Общая площадь указанной недвижимости составляет 680 квадратных метров. Предварительная оценочная стоимость — 350 миллионов рублей. Тишина стала абсолютной, звенящей. Казалось, само время замерло в изумлении. Светлана сидела, вжавшись в спинку стула, не в силах пошевелить ни единым мускулом. 200 миллионов. 5 квартир в Москве. Ее мозг отказывался воспринимать эти цифры. Они казались абсурдными, нереальными, пришедшими из другой вселенной. Все документы надлежащим образом заверены, переведены и апостилированы, продолжала судья, и в ее голосе впервые прозвучали почтительные нотки. Права на наследование подтверждены.
Светлана Тимофеевна, это ваше законное наследство». Светлана беззвучно открыла рот, но не могла издать ни звука. Она переводила растерянный взгляд с непроницаемого лица судьи на плотные листы с печатями и снова на судью, пытаясь найти в этой ситуации хоть каплю здравого смысла. И в этот момент раздался резкий глухой удар. Все как один обернулись на источник звука. Екатерина Ивановна лежала на холодном каменном полу в глубоком обмороке. Ее глаза были закрыты, а лицо побелело, как мел. «Врача!» — крикнула секретарша, вскакивая с места. «Кто-нибудь, вызовите скорую!» Андрей, как подкошенный, вскочил и бросился к матери. Но и сам он выглядел не лучше. Его лицо приобрело землисто-зелёный оттенок, а руки предательски тряслись. Он опустился на колени рядом с бездыханным телом, хлопая ее по щекам. «Мама! Мама, очнись!» Карина застыла на скамье с выпученными от шока глазами. Ее губы мелко и беспомощно дрожали. Даже маститый адвокат Серов заметно побледнел. Он снял свои дизайнерские очки, снова протер их платком, но его пальцы дрожали так сильно, что он с трудом смог надеть их обратно. Это невозможно», — бессвязно пробормотал он. 200 миллионов. 5 квартир в Москве. А Светлана все еще сидела недвижимо, словно парализованная. Внутри нее бушевал настоящий ураган из шока, недоверия, страха и зарождающейся еще неосознанной радости. Все смешалось в один плотный, оглушающий клубок. Дима вскочил и подбежал к ней, обхватив ее своими сильными руками. «Мам, ты слышала?» — восторженно повторял он. «Ты теперь богатая! Ты богатая!» Ирина Захаровна сидела с бессмысленно открытым ртом, не в силах вымолвить «не иди дома, лось» слово. Ее профессиональное хладнокровие было полностью уничтожено произошедшим. Екатерину Ивановну тем временем привели в чувство. Она открыла глаза, беспомощно заморгав. И Андрей, все еще бледный как полотно, помог ей подняться и усесться на скамью. Та сидела, судорожно сжимая виски. Ее руки мелко тряслись. 200 миллионов», — бессвязно бормотала она, уставившись на Светлану пустым взглядом. «Светка, 200 миллионов». Судья силой постучала молотком по столу. «Прошу всех сохранять спокойствие. Продолжим заседание». Но ее призыв уже никто не слышал. Андрей стоял, прислонившись спиной к стене, будто его ноги подкосились. Выражение его лица было таким, словно он только что получил удар кувалдой по голове. Карина метнулась к нему, вцепилась в его руку. «Андрюша, скажи же что-нибудь!» Он посмотрел на нее, но в его глазах не было осознания, лишь пустота. Потом его взгляд медленно пополз через зал и остановился на Светлане. И в этом взгляде бушевала целая буря противоречивых эмоций. Шок, ужас, полное непонимание и прорезавшая все это неприкрытая животная жадность. «Света», — начал он, делая неуверенный шаг вперед, его голос сорвался. «Света, подожди. Давай поговорим». Светлана молча смотрела на этого человека, который всего 5 минут назад с высокомерием доказывал суду, что она — всего лишь домохозяйка, не внесшая никакого вклада в их общее благосостояние, и требовал оставить себе все, бросив ей жалкую подачку. «Прошу всех немедленно занять свои места», — раздался властный и холодный голос судьи. «Или я буду вынуждена удалить всех из зала суда». Ее слова, прозвучавшие как удар хлыста, заставили Андрея, бормоча что-то невнятное под нос, нехотя отступить к своему столу. Карина опустилась рядом с ним на скамью. Но теперь в ее позе и взгляде не осталось и следа недавнего торжества. Лишь растерянность и животный страх. Екатерина Ивановна, не переставая, монотонно раскачивалась на своем месте, бессвязно бормоча проклятия или молитвы. Разобрать было невозможно. «Так», — судья вновь взяла в руки заветные листы, и ее голос обрел официальные, веские интонации. «С учетом вновь открывшихся обстоятельств, дело принимает совершенно иной оборот. Светлана Тимофеевна является единоличной владелицей значительного личного капитала, что кардинальным образом меняет ее финансовое положение. Однако это не отменяет саму процедуру раздела имущества, нажитого супругами в период брака. Ее пронзительный взгляд устремился на адвоката Андрея.
Полагаю, ваша страна желает пересмотреть свои исковые требования?» Серов сидел будто парализованный, с глупо открытым ртом. Он явно был не готов к такому повороту. Наконец он прокашлялся, пытаясь вернуть себе самообладание. «Ваша честь, это для нас полная неожиданность. Нам требуется время, чтобы...» «Времени у вас было предостаточно», — отрезала судья. «Вы настаивали на том, чтобы все бизнес-активы и большая часть имущества остались за вашим клиентом, мотивируя это отсутствием у супруги средств к существованию. Теперь же выясняется, что супруга финансово обеспечена куда лучше, чем сам господин Лазарев. Что вы на это скажете?» И тут Андрей, словно пружина, вскочил со своего места. «Вана честь, я хочу забрать свое заявление о разводе. Я не хочу разводиться. Это все чудовищное недоразумение». Он резко повернулся к Светлане, и его лицо исказила маска покаянного умиления. «Света, родная моя, давай забудем эту ужасную ссору. Давай начнем все с чистого листа. Я был слеп, я вел себя как последний дурак. Прости меня, умоляю». Светлана смотрела на него, и ей казалось, что она наблюдает за каким-то гротескным, плохо сыгранным спектаклем. Всего 5 минут назад он с высокомерием вещал о её никчёмности, а теперь она внезапно стала родной. Екатерина Ивановна тоже встрепенулась, как будто её ударили током. Она вскочила и семеня подбежала к Светлане. «Светочка, доченька моя ненаглядная!» — запричитала она, заламывая руки. «Да я же это всё не всерьёз говорила. Мы же одна семья, ты сама знаешь. Я женщина вспыльчивая, горячая. Прости, старуха, родная моя, прости». Карина, наблюдая за этой метаморфозой, побледнела ещё сильнее. Она ухватила Андрея за рукав, отчаянно дёргая его. «Андрюша, что ты несёшь? Мы же всё обсудили. У нас свадьба через месяц. Ты же сам мне обещал». Он резко с силой выдернул свою руку. «Отстань от меня. Не видишь, я с женой разговариваю». «С женой?» — взвизгнула Карина, и в её голосе зазвенела истерика. «Минуту назад ты уверял, что она тебе не пара, что я твоя судьба». «Заткнись!» — рявкнул на неё Андрей с такой свирепостью, что она отпрянула, словно от удара. Он подошёл к столу, за которым сидела Светлана, и, к изумлению всего зала, опустился перед ней на колени. «Света, прости меня». Его голос дрожал, но было непонятно, от искреннего чувства или от осознания потерянных миллионов. «Я был слепым и глупым. Я не ценил тебя. Не видел, что ты самое дорогое, что у меня есть. Но я люблю тебя. Я всегда любил только тебя. Это Карина, просто ошибка, мимолетное помутнение. Ты — моя законная жена, мать моего сына. Давай вернемся домой. Давай будем жить как раньше. Я все исправлю». В зале воцарилась абсолютная звенящая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием Екатерины Ивановны. Все присутствующие, включая секретарши и приставов, наблюдали за этой унизительной сценой с откровенным изумлением. Светлана смотрела на этого человека, стоящего перед ней на коленях. 5 минут назад он был готов вышвырнуть ее на улицу с парой миллионов отступных. А теперь, когда пахло настоящими деньгами, он внезапно вспомнил о любви. «Нищебродка, бери своего огрызка и вали на все 4 стороны». Тихо, но очень четко, глядя ему прямо в глаза, произнесла Светлана. Это были те самые слова, что выкрикивала его мать. Помнишь? Андрей побледнел. «Света, она не это имела в виду. Она просто...» «А ты молчал», — перебила его Светлана. «Ты не вступился. Ты сидел и молчал, пока твоя мать оскорбляла меня и нашего сына». Я не хотел усугублять конфликт», — попытался он оправдаться. «Нет», — голос Светланы зазвучал твёрже. Она поднялась со своего стула, выпрямившись во весь рост. Её тихий голос был слышен в каждой точке зала. «Ты молчал, потому что был с ней согласен. Ты и сам считал меня нищебродкой. Ты искренне верил, что я ничего не стою, что мой многолетний труд — ничто, и что я должна быть благодарна тебе за то, что ты позволил мне существовать рядом с тобой». Она сделала шаг назад, когда он попытался схватить её руку. «А теперь ты узнал про мои деньги, и вдруг я стала родной. Вдруг в тебе проснулась любовь. Вдруг 26 лет брака снова что-то значит. Света, это неправда. Я действительно тебя люблю.
Голос Андрея сорвался на фальцет. В его глазах застыла паническая мольба. «Нет». Она покачала головой с неожиданным для себя самой спокойствием. Внутри все было кончено, опустошено и выжжено дотла. «Ты любишь деньги. И, кажется, это единственное, что ты по-настоящему любил всю свою жизнь». Она повернулась к судье, и ее голос прозвучал четко и неоспоримо, как удар колокола. «Ваша честь, я настаиваю на разводе. Требую свою законную долю совместно нажитого имущества. Но лично мне от этого человека ничего не нужно. Пусть забирает свой бизнес, свои магазины, свою новую жизнь с новой спутницей. Я не желаю иметь с ним ничего общего». Судья кивнула, и в уголках ее строгих губ мелькнула едва заметная, но безошибочно читаемая тень улыбки. «Гражданин Лазарев, вы все еще настаиваете на отзыве вашего заявления?» Андрей все еще стоял на коленях посреди зала, словно громом пораженный. Его лицо было бледным и растерянным. «Я хочу сохранить семью». «Но гражданка Лазарева желает расторгнуть брак», — невозмутимо констатировала судья. «В соответствии с действующим законодательством, если одна из сторон настаивает на разводе, суд удовлетворяет данное требование. Выношу решение. Брак между Лазаревым Андреем Павловичем и Лазаревой Светланой Тимофеевной расторгнуть. Совместно нажитое имущество подлежит разделу в соответствии с Семейным кодексом по 50% каждой из сторон. Учитывая, что гражданка Лазарева обладает собственным значительным капиталом и не претендует на бизнес-активы бывшего супруга, оставить за Лазаревым АП его коммерческие предприятия и магазины. Трехкомнатную квартиру по месту жительства оставить за Лазаревой СТ и ее несовершеннолетним сыном. Она ударила молотком по столу. Заседание окончено. Светлана стояла, не в силах пошевелиться, осознавая, что все действительно закончилось. Тяжелый давящий кошмар, длившийся месяцы, развеялся в одно мгновение. Дима тут же подбежал к ней и крепко обнял. «Мам, мы свободны», — прошептал он, и в его голосе звучали и радость, и боль, и облегчение. «Мы на контаец свободны». Ирина Захаровна, не скрывая слез, махнула их платочком. «Светлана Тимофеевна, я невероятно, безмерно рада за вас. Так по-настоящему рада». А Андрей все еще стоял в центре зала, будто вкопанный. Рядом с ним Екатерина Ивановна рыдала навзрыд, причитая сквозь слезы. «Андрюшенька, родной мой, что же ты наделал? Такие деньги, такие бешеные деньги упустил!» Карина, бледная как смерть, с заплаканными глазами, стояла у стены и безнадежно тянула его за рукав. «Андрюша, а как же мы? Ты же мне все обещал». Но он даже не взглянул на нее. Его взгляд, полный отчаяния, жадности и осознания непоправимой потери, был прикован к Светлане, уходящей из зала суда. К женщине, которую он потерял навсегда. Светлана вышла из здания суда в серый, промозглый ноябрьский день и впервые за последние 3 месяца почувствовала, как по-настоящему легко и свободно наполняется воздухом ее легкие. Дима шел рядом, крепко держа ее под руку, и она ощущала его тепло, его надежную взрослую поддержку. Ирина Захаровна семенила следом своим потертым портфелем, все еще не в силах прийти в себя. «Светлана Тимофеевна, да это же настоящее чудо!» — бормотала она. «Я столько лет практикую, но такого головокружительного поворота не видела никогда». Они остановились у подъезда. С неба моросил холодный мелкий дождь. Светлана подняла лицо к низкому свинцовому небу, закрыла глаза. Капли падали на ее кожу, смешиваясь со слезами долгожданного облегчения, которые текли сами по себе, без рыданий, очищая и омывая душу. «Мам, пойдем домой», — тихо сказал Дима. Она открыла глаза и посмотрела на сына. 18 лет, почти взрослый мужчина, высокий, с ее собственными серыми серьезными глазами и упрямым сильным подбородком. Он прошел через весь этот ад вместе с ней, не сломался, не предал, остался ее опорой. Пойдем, солнышко», — мягко ответила она. Ирина Захаровна обняла ее на прощание. «Я подготовлю все необходимые документы по разделу имущества. Вам нужно будет заехать ко мне через неделю для подписи. А что касается наследства, нотариус, я уверена, сам с вами свяжется.
Процедура оформления, конечно, займет время, месяц-полтора. Спасибо вам, Ирина Захаровна, искренне сказала Светлана. За все. Да что, я ничего особенного не сделала, смущенно улыбнулась женщина. Это сама судьба решила наградить вас за все принесенные страдания. Они поехали домой на метро. Светлана сидела у окна, глядя на свое смутное отражение в темном стекле. Перед ней было усталое лицо с мокрыми от дождя прядями волос, одетое в старое поношенное пальто. Но в глазах, тех самых усталых глазах, горело нечто новое. Не отчаяние и не безнадежность, а твердая, чистая, выстраданная свобода. Дома она медленно, с ощущением невероятной тяжести во всем теле, сняла старое пальто и развесила его в прихожей. Беззвучно прошла на кухню, включила чайник. Дима сел за стол, обхватив голову руками, словно боялся, что она взорвется от переполнявших его эмоций. «Мам, ты вообще представляешь?» Выдохнул он, и в его глазах плясали огоньки невероятного облегчения. 200 миллионов. И 5 квартир. В Москве. Она слабо улыбнулась, глядя на его сияющее лицо. Представляю с большим трудом, если честно, сынок. Мой мозг отказывается это обрабатывать. «Мы теперь богаты!» — продолжал он, не в силах сдержать восторг. «Мы можем все. Ты можешь никогда больше не работать. А я смогу, наконец, нормально учиться, не пропуская пары из-за этой дурацкой курьерки. Мы можем...» Он резко запнулся, заметив, что мать смотрит в заоконную ноябрьскую мглу с каким-то отрешенным, глубоко задумчивым выражением. «Мам, что-то не так?» «Ничего, Димочка, все хорошо». Она провела рукой по лбу. «Просто я думаю о тёте Эльвире. Я почти ее не знала. Видела считанные разы в жизни. А она помнила меня и завещала все. Почему? Может, она просто хотела, чтобы ее состояние досталось хоть кому-то родному?» — предположил Дима. «Наверное». Светлана налила в 2 кружки крепкого чая и села напротив сына. Но знаешь, что самое странное во всей этой истории? Не деньги. Самое странное — это то, как мгновенно все изменилось. Буквально за 5 минут. Твой отец, который только что называл меня обузой и трущобной бухгалтершей, узнал о наследстве, и я внезапно стала его любимой женой, перед которой он пал на колени. Дима нахмурился, и его молодое лицо стало жестким. Он мерзавец, и я бесконечно рад, что мы навсегда избавились от него. Он не мерзавец. Тихо, почти задумчиво возразила Светлана. Он просто человек. Слабый, очень жадный человек. Деньги не изменили его, Дима. Они лишь как лакмусовая бумажка проявили то, что в нем сидело всегда. А я не видела этого. Или не хотела видеть. Она сделала глоток обжигающего чая, чувствуя, как тепло разливается по уставшему телу. Знаешь, что было самым обидным, самым больным? Даже не его измена. Не то, что он ушел, а то, что он одним махом обесценил все, что я делала 26 лет. Всю мою жизнь, весь мой труд, все мои жертвы он назвал просто домашним хозяйством, не имеющим никакого веса и значения. Вот это ранит глубже всего. Дима протянул руку через стол и накрыл своей большой теплой ладонью ее похолодевшие пальцы. «Мам, ты героиня. Ты, как атлант, держала на своих плечах весь его мир, подняла его из самой грязи, а он оказался недостоин тебя. Но теперь ты свободна, и у тебя есть я. Всегда». Она сжала его руку в ответ, и по ее лицу снова поползли предательские слезы, но на этот раз очищающие. «У меня есть ты. И это единственное настоящее богатство, которое у меня есть». Они просидели на кухне до самого вечера, разговаривая обо всем на свете. О будущем, которое внезапно из серого и беспросветного превратилось в яркое и многообещающее. О планах, которые теперь можно было строить, не оглядываясь на копеечный бюджет. Дима с горящими глазами рассказывал, как хочет достойно закончить политех и устроиться программистом в серьезную компанию, а не бегать с чужими заказами по всему городу. Светлана же просто думала о том, что впервые за долгие-долгие годы может позволить себе выдохнуть, перестать выживать. Просто жить. Вечером раздался звонок от сестры Оли.
Голос ее был взволнованным до дрожи. «Светка, мне только что твоя Тамара позвонила. Говорит, у тебя в суде наследство объявилось. Это правда?» «Правда, Оль», — Светлана невольно улыбнулась. «Получила». «Господи, ну и сколько же?» 200 миллионов рублей. И 5 квартир в Москве. На том конце провода повисла оглушительная тишина. Потом Оля шумно выдохнула. «Ты что, шутишь?» «Не шучу». «Светка, да ты же теперь богатая, миллионерша!» «Похоже на то», — с легкой иронией согласилась Светлана. Оля засмеялась, а потом неожиданно разрыдалась. «Светка, я так за тебя рада, так безумно рада. После всего, что ты пережила, Господь наконец-то воздал тебе по заслугам». Они проговорили еще с полчаса. Оля засыпала ее вопросами и про суд, и про реакцию Андрея, и про то, как вела себя ненавистная свекровь. И Светлана рассказывала, и с каждым словом с ее плеч будто спадала еще одна гиря. Становилось легче и светлее на душе. Потом позвонили родители. Мать плакала в трубку, рыдая от счастья и облегчения. Отец, с трудом скрывая хрип в голосе, говорил: «Доченька, я всегда знал, всегда верил, что у тебя все в жизни сложится. Знал». А еще через час на экране ее телефона загорелся незнакомый номер. Светлана с замиранием сердца нажала на зеленую кнопку и услышала до боли знакомый низкий баритон. «Света, это я, Андрей». Первым порывом было тут же бросить трубку, но что-то удержало ее. Не любопытство даже, а какое-то странное, почти клиническое спокойствие. Желание услышать, на какую же низость он способен теперь. «Чего ты хочешь?» Ее голос прозвучал ровно и холодно. «Просто поговорить. Пожалуйста, выслушай меня». «Говори!» Он помолчал, затягивая паузу, собираясь с мыслями, и на другом конце провода послышался его тяжелый выдох. «Света, я знаю, что облажался. Окончательно и бесповоротно. Я был слепым, глупым, жадным ублюдком. Я не ценил тебя. Не понимал, какое сокровище теряю, пока не узнал про деньги». Сухо, без единой нотки эмоций, вставила она. «Нет, не только из-за денег». В его голосе прозвучала отчаянная мольба. «Я правда все осознал. По-настоящему. Когда ты вышла из зала суда, я вдруг с абсолютной ясностью понял, что потерял тебя. Навсегда. И это оказалось в 1000 раз страшнее, чем любые деньги. Андрей, прекрати». Ее голос оставался ровным и усталым. «Ты потерял меня не сегодня. Ты потерял меня год назад, когда впервые начал свою грязную интрижку. Или, может, еще раньше, когда постепенно перестал видеть во мне живого человека, личность, а стал воспринимать как удобную и бесплатную прислугу. Я исправлюсь. Я могу измениться, клянусь. Дай мне всего один шанс, Света, один!» Он почти кричал в трубку. Светлана горько усмехнулась. «Ты уже изменился. И, увы, только в худшую сторону. А мне не нужен мужчина, чья любовь и верность напрямую зависят от суммы на моем банковском счете. «Это неправда, я люблю тебя», — настаивал он. Но его слова звучали пусто и фальшиво. «Нет, Андрей, ты любишь не меня. Ты любишь саму идею беззаботной и роскошной жизни, которую сулили мои деньги. А меня? Меня ты, возможно, любил лишь в самом начале, 27 лет назад. Ту наивную девчонку с длинной косой. Но потом я незаметно превратилась для тебя в удобство, в бесплатную экономку, няньку и бухгалтера. А когда перестала быть тебе полезной, ты просто вышвырнул меня за порог, как надоевшую, отслужившую свое вещь». На том конце провода повисла тяжелая, давящая тишина. Потом он тихо, почти беззвучно спросил: «И все? Точно все кончено?» «Да, Андрей, все кончено. Безвозвратно». «А как же Дима?» В его голосе вновь вспыхнула искра надежды. «Он ведь мой сын». «Он твой сын. И никто не запрещает тебе с ним общаться. Если, конечно, он сам этого захочет. Но после того, как твоя мать публично назвала его огрызком, а ты даже не попытался его защитить, я очень сомневаюсь, что у тебя есть хоть какой-то шанс». Андрей снова замолчал, и в тишине было слышно лишь его прерывистое, тяжелое дыхание. «Прости меня», — наконец выдохнул он. «Пожалуйста, прости». «Я прощаю тебя», — неожиданно для себя спокойно ответила Светлана.
Но это не значит, что я вернусь. Я прощаю для самой себя, чтобы, наконец, отпустить всю эту боль, всю злость и обиду. Но наши с тобой отношения закончены. Навсегда. Она положила трубку, а затем полностью выключила телефон, отсекая последний канал связи с прошлым. Дима стоял в дверном проеме кухни и смотрел на нее с немым вопросом в глазах. «Это был он?» — тихо спросил он. «Да». «И чего хотел? Вернуть все как было. И что ты?» «Отказала». Дима подошел и крепко по-взрослому обнял ее. «Правильно сделала мама. Он этого не заслуживает. Ни капли». Прошла неделя. Светлана встретилась с Ириной Захаровной и подписала все документы о разделе имущества. Просторная трехкомнатная квартира осталась за ней и Димой. Андрею отошел его бизнес, его детище, ради которого она когда-то продала бабушкины серьги. Нотариус тем временем начал сложную и неторопливую процедуру оформления наследства. Из Австрии шли документы, требовались переводы, апостилирование, но Светлана не чувствовала ни малейшей спешки. Впервые в жизни она могла позволить себе просто жить, не бежать, сломя голову, не считать каждую копейку. Она подолгу гуляла по знакомым питерским улицам, смотрела на людей, на текущую мимо жизнь и размышляла о причудливых зигзагах судьбы, которая способна перевернуть все в самый неожиданный момент. Спустя 2 недели раздался звонок от Тамары, ее старой и верной подруги. «Света, ты в курсе последних новостей?» — с порога спросила Тамара, и в ее голосе слышалось возбуждение. «Каких именно?» «Про твоего бывшего. Карина, ты его бросила». Светлана искренне удивилась. «Бросила? Когда?» «На следующий же день после суда. По слухам, она буквально вышвырнула его из своей квартиры, выбросив все его вещи на лестничную клетку. Орала, что он жалкий обманщик, который обещал ей золотые горы, а на деле оказался банкротом и пустышкой». Светлана скептически хмыкнула. Быстро она сориентировалась. «А чего ты хотела?» — фыркнула Тамара. «Она его и не любила-то никогда. Ей подавай деньги, статус, гламурную жизнь. А как выяснилось, что по-настоящему богата теперь ты, а у него один висящий на волоске бизнес, да еще и с кучей кредитов, так она тут же испарилась». «Кредитов?» — переспросила Светлана. «Ага. Говорят, он по уши в долгах. Все свои новые магазины открывал на заёмные средства. Жил на показ, создавая видимость успеха. А тут еще развод, раздел. Видимо, окончательно прижало. Ходит, говорят, мрачнее тучи. И мамаша его, Катька, вся извелась. Места себе не находит». Светлана ничего не ответила. Она не испытывала ни злорадства, ни жалости. Внутри была лишь тихая, безразличная пустота. Казалось, эта история про совершенно посторонних, чужих ей людей. «А ты как, Свет?» — спросила Тамара, смягчив тон. «Хорошо. Живу. Дышу полной грудью. Планирую будущее». «И что в этих планах?» «Думаю, мы с Димой переедем в Москву. Там и квартира есть, и для его карьеры программиста больше возможностей. Питер я люблю, но здесь осталось слишком много болезненных воспоминаний. Понимаю тебя, подруга. Держись. Ты у меня умница и настоящая силачка». «Спасибо, Тамарочка, за все. Прошел еще 1 месяц, наполненный непривычным, но желанным спокойствием. Все формальности были улажены, и наследство, наконец, перешло в ее полное распоряжение. Светлана сидела за кухонным столом, в руках распечатанная выписка из банка. Ее взгляд скользил по цифрам, но сознание все еще отказывалось воспринимать реальность. 200 миллионов рублей. Цифра с 8 нулями, которая казалась абстракцией, математической шуткой. Она закрыла глаза, и в памяти всплыл образ тети Эльвиры. Сухонькой, изящной женщины в строгом костюме, с пронзительным и усталым взглядом. Их последняя встреча состоялась много лет назад, на похоронах дальней родственницы. Тётя Эльвира тогда подошла к ней, взяла её руку в свои тонкие холодные пальцы и сказала тихо: «Светочка, ты выросла такой красивой, и в глазах у тебя доброта. Берегись, доченька. Доброту в этом мире часто принимают за слабость. Но я чувствую, ты сильная». Тогда эти слова показались Светлане странными и отвлечёнными. Она лишь вежливо кивнула и поблагодарила. Тётя улыбнулась своей грустной, понимающей улыбкой и вскоре уехала. Теперь, спустя годы, Светлана наконец поняла их глубочайший смысл.
Тётя Эльвира, прожив долгую, полную лишений жизнь, сама прошла через испытания бедностью и несправедливостью. Она, не имея собственных детей, оглянулась назад и вспомнила о племяннице. О той самой девочке, в чьих глазах она когда-то разглядела доброту и внутренний стержень. «Спасибо тебе, тётя Эльвира», — прошептала Светлана в тишине кухни. «Спасибо за этот шанс, за этот билет в новую жизнь». Они с Димой активно готовились к переезду. Квартиру выставили на продажу по хорошей справедливой цене, без спешки и отчаяния. Теперь они могли позволить себе не торопиться. Вместе они изучали районы Москвы, споря и мечтая. Дима, прагматик и технарь, ратовал за центр, близость к престижным вузам, куда он планировал перевестись. Светлана же впервые за долгие годы позволяла себе мечтать по-настоящему. Не о том, как протянуть до следующей зарплаты, а о вещах, которые всегда казались недостижимыми. Она думала о собственном небольшом, уютном деле. Возможно, кафе с домашней выпечкой или книжном магазине с особым подбором литературы. Месте, где она будет сама себе хозяйкой, где ее труд и решения будут иметь вес. Она планировала вернуть сестре Оле те 30 тысяч, которые та, когда-то, сама того не зная, вложила в провальный бизнес Андрея. Вернуть с большими процентами и помочь своим племянникам получить достойное образование. Она хотела поставить памятник на могилах бабушки и дедушки, съездить за границу и просто научиться жить, а не выживать. В середине декабря, когда за окном кружил первый по-настоящему зимний снег, в дверь позвонили. Светлана открыла и замерла от неожиданности. На пороге, постаревшая и съежившаяся, стояла Екатерина Ивановна. На ней было старое поношенное пальто и простой платок, а в дрожащих руках она сжимала целлофановый пакет, из которого доносился сладкий запах сдобного теста. «Светочка», — начала она дрожащим, надтреснутым голосом, — «можно войти?» Первым порывом Светланы было захлопнуть дверь перед этим человеком, причинившим ей столько боли. Но что-то удержало ее, то ли внезапная жалость к этому сломленному существу, то ли усталость от собственного гнева. Молча она отступила, пропуская свекровь в прихожую. Та, не снимая пальто, прошла на кухню, опустилась на стул и поставила пакет на стол. «Я испекла, с капустой. Ты ведь всегда любила?» Светлана села напротив, сохраняя молчание, давая старой женщине выговориться. Екатерина Ивановна подняла на нее заплаканные опухшие глаза. «Прости меня. Пожалуйста, прости. Я была настоящим чудовищем. Я говорила такие ужасные, такие непростительные вещи и про тебя, и про Димочку. У меня не было на это права. Я так боялась. Боялась, что Андрюша потеряет все, что он с таким трудом создавал». Она замолчала, смахнула слезы грубым рукавом пальто. «А на самом деле он создал это только благодаря тебе. Я это всегда знала. Знала, но не хотела признавать. Потому что это означало бы признать, что мой сын не гений, не герой, а самый обычный человек, которому просто невероятно повезло с женой». Светлана продолжала молчать. И ее тишина, казалось, давила на Екатерину Ивановну сильнее ренха упреков. «Он теперь совсем один», — сдавленно продолжила свекровь. «Карина его бросила. Бизнес трещит по всем швам. Одни долги и кредиты. После суда он 2 недели не выходил из запоя. Я за него боюсь. Но я не прошу тебя вернуться. И не прошу помочь ему. Он этого не заслужил. Я пришла, чтобы просто вымолить у тебя прощение. За все эти годы унижений. За слова «нищебродка» и «огрызок». За то, что мы с ним не ценили тебя, не видели в тебе человека». Светлана смотрела на эту сломленную, раскаивающуюся старуху. И внутри нее не осталось ни злости, ни обиды. Лишь бесконечная, щемящая жалость. «Я прощаю вас, Екатерина Ивановна». Тихо, но четко сказала она. Свекровь всхлипнула, и по ее морщинистым щекам снова потекли слезы. «Правда?» «Правда? Но это не значит, что мы будем общаться. И уж точно не значит, что я вернусь к Андрею. Я просто прощаю для себя самой, чтобы идти дальше налегке». Екатерина Ивановна кивнула, снова и снова вытирая ладонью бесконечные слезы, струящиеся по ее осунувшимся щекам.
«Спасибо», — прошептала она, и в этом слове была вся сломленная гордость прожитых лет. «Спасибо тебе, Светочка». Она медленно поднялась, словно каждый сустав причинял ей боль, и, пошатываясь, направилась к выходу. На пороге обернулась в последний раз. «Будь счастлива. Ты заслужила». Дверь закрылась за ней с тихим щелчком, окончательно разделив два мира. Светлана осталась одна в тишине кухни. Ее взгляд упал на оставленный пакет. С горьковатой усмешкой она развязала его, достала один пирожок, еще хранивший остаточное тепло, и надкусила. Тесто было сдобным и воздушным, а начинка из капусты — вкусной, по-домашнему простой. Она медленно доела его, налила чашку чая и устроилась у окна, наблюдая, как за стеклом кружится в причудливом танце первый снег этой зимы. Белый, девственно чистый. Он неспешно укутывал серый город, милосердно скрывая под своим покровом всю прошлую грязь и уныние. Дима вернулся с занятий под вечер, румяный от мороза и переполненный юношеским энтузиазмом. «Мам, ты не представляешь, я сегодня общался с ребятами, которые уже в теме. В Москве просто невероятное количество крутых IT-компаний. Можно будет и учиться параллельно, и на стажировку устроиться. Идеальный старт». «Отлично, солнышко», — мягко отозвалась она. «А ты что делала сегодня?» — спросил он, сбрасывая куртку. Светлана задумчиво посмотрела в окно. Прощала людей. Дима с недоумением взглянул на нее. «Кого?» «Твоего отца, бабушку и себя саму. За то, что позволяла этой пьесе длиться так долго». Он сел рядом и обнял ее за плечи, по-взрослому крепко. «Ты у меня классная, мам. Я самая обычная женщина, сынок». «Нет», — возразил он с горячностью, — «ты сильная. Ты прошла сквозь ад и не сломалась. Ты вышла из огня, а не сгорела в нем. Она прижалась к его надежному плечу, закрыв глаза. «Знаешь, что я поняла за это время? Самое главное». «Что?» «Что счастье — это не цифры на банковском счете, не метры в квартире и не блеск драгоценностей. Счастье — это свобода. Возможность дышать полной грудью, не унижаться, не терпеть то, что ранит душу. Возможность сказать «нет» тем, кто не видит в тебе ценности. «И тебе сейчас хорошо?» — тихо спросил Дима. Она задумалась, прислушиваясь к себе, и на ее губах расцвела спокойная, ясная улыбка. «Да, Димочка, мне хорошо. Впервые за многие годы». Они переехали в Москву в январе, выбрав просторную, залитую светом квартиру на Остоженке, из окон которой открывался величественный вид на золотые купола храма Христа Спасителя. Дима без проблем перевелся в МГУ, а Светлана с упоением погрузилась в поиски помещения для своего кафе. Жизнь, будто компенсируя прошлые лишения, налаживалась медленно, но неуклонно. Каждый новый день становился маленькой победой. Пробуждение без каменной тяжести на сердце, неторопливый завтрак, прогулки по незнакомым улицам без цели и спешки. Об Андрее она больше не слышала. Поговаривали, будто он, чтобы расплатиться с долгами, продал 2 своих магазина, а сам, опустившись, доживал век с матерью в их старой двушке, постепенно спиваясь. Но в ее душе не шевельнулось ни капли жалости. Он сам выбрал свою дорогу, сам разрушил все, что им когда-то было построено. А она выбрала иную тропу — путь свободы, собственного достоинства и уважения к самой себе. Весной, когда город окончательно проснулся от зимней спячки, Светлана открыла свое кафе. Небольшое, очень уютное, с деревянными столиками, книжными полками до потолка и глубокими мягкими креслами. Она назвала его «Эльвира», в честь тот, что подарил ей билет в новую жизнь. На открытии собрались все самые близкие. Сияющая Оля с семьей, родители, верная Тамара и даже Ирина Захаровна. Все обнимали ее, поздравляли, искренне желали процветания. Под всеобщие аплодисменты Дима торжественно разрезал огромный праздничный торт. «Мам, твое кафе самое крутое в Москве!» — смеясь заявил он. «Пока самое маленькое», — с улыбкой парировала Светлана. «Но все большое начинается с малого. Оно будет расти». Под вечер, когда гости разошлись, она осталась одна. Сидя у огромного окна своего кафе,
Светлана смотрела на вечернюю Москву, на бесконечный поток огней, суету прохожих, на биение пульса огромного города. Это была ее жизнь, новая, свободная, достойная. В памяти всплыл тот судебный зал, искаженное злобой лицо Екатерины Ивановны, выкрикивающей «Нищебродка!», молчаливое, трусливое согласие Андрея, ее собственная униженная спина и готовая смириться с жалкой участью душа. А потом судьба совершила свой головокружительный кульбит, и она ушла из того зала с высоко поднятой головой, не побежденной просительницей, а победительницей, хозяином своей судьбы. «Спасибо, тетя Эльвира», — прошептала она в тишину. «Не за деньги, а за то, что ты напомнила мне простую истину. Я что-то стою. Я сильная, и я достойна всего самого лучшего». За окном сеял мелкий, ласковый весенний дождь, омывая улицы и даря надежду. Город дышал, манил, звал вперед. И Светлана улыбнулась, глядя на свое отражение в стекле, потому что понимала, все самое главное и настоящее было еще впереди. Ее жизнь только начиналась. Спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если она затронула ваши сердца, поделитесь своими мыслями в комментариях. Нам очень важно ваше мнение. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить новые произведения. До новых встреч!